Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юлия, рада приветствовать вас на своем канале. Хочу поблагодарить за лайки и комментарии, которые вы оставляете под моим видео. Особенно благодарна тем людям, которые благодарят финансово за работу на этом канале. Я точно знаю, что вам вернется в разы больше. Давайте посмотрим сегодня расклад на колоде Ленорман. Как будут дальше развиваться ваши отношения? Загадайте молодого человека. Посмотрите ему в глаза, ощутите его рядышком. И поехали. Уже в отношениях чувствуется некое заякорение. Какая-то удача прорывается на ваше пространство. Здесь говорят о очень благородных чувствах. Разговоры. Вы знаете, мужчина будто бы справляется с тем, что какие-то сомнения и разговоры, которые внушали сомнения ему по поводу вас, по поводу вашей благочестивости какой-то, по поводу вашей, возможно, то, что вы хороши для него, возможно, какие-то люди все-таки влияли на решение его. Но по верхним картам здесь говорят, что мужчина все-таки понимает ваше влияние на его жизнь. Так, хорошо. Интересно, как это он понял, что там у него может быть. И я вот этого медведя вижу как мужчину, да, как того самого мужчину в ваших отношениях, который принимает на себя роль, вот тут, знаете, как император, который наконец-то принял решение сам. Так, хорошо. Что здесь нам хотят сказать? Так, опять же, в ваше пространство влетает какое-то событие. Очень быстро что-то, какие-то изменения происходят. Угу. Тут довольно глубокие такие изменения. Сейчас это скрыто от вас, вот где-то глубоко на подсознании. Но скоро проявится именно в вашем пространстве, в вашем доме, в вашем городе, на вашей территории. Тут, по сути, к вам в дом, да, летит всадник с каким-то сообщением. Возможно, какое-то сообщение вы вскоре получите. Это может также быть какое-то сообщение о чувствах, денежный какой-то даже перевод, может быть, от мужчины. Да, это от мужчины. А что же там может быть? А он в этом сообщении может рассказать вам о том, что было на самом деле. А вы будто бы с этой ситуации он сорвет маски. То есть он расскажет то, как было. И эта информация войдет в ваше пространство. То есть вы поймете, что это он хочет рассказать. Вы знаете, он говорит о том, что настолько рискованно было и тяжело сохранить ваши отношения. Для него действительно было каким-то крестом, тяжким крестом, какая-то игра в отношениях была. Любовь была какой-то тяжестью. Почему ты так говоришь? Потому что он думал, что вы хитрите по отношению к нему. Он изначально не видел вас ту, настоящую. Но сейчас, вот знаете, как оголились перед ним. Возможно, вы что-то расскажете ему. Теперь он увидел вашу красоту. Я не говорю о том, что ваше тело он как-то увидел. Он другую красоту увидел. Он увидел красоту вашей души. Потому что на вопрос «почему?», да, здесь вот лисичка появилась. То есть некая хитрость. Вот он понял, что что в этой лисичке как раз не так много хитрости, как просто мудрости. Это создание, которое заботится о своих детях, о своем доме, о том месте, где ее очаг. Вот. И он увидел в вас именно эту красоту, духовную красоту. Насколько вам было тяжело все-таки.
Хорошо. И что будет дальше? Покажите, пожалуйста, что будет дальше в этих отношениях. Что будет дальше? А дальше будет мостик. Мостик. А дальше будет мостик, который закрыт. Закрыто еще для вас какой-то путь. Пути еще нет. Ну вот в ближайшее время дорога пока закрыта. Его к вам, да, либо ваша к нему. Некая вот стабильность в этом и будет, конечно же. Такая, знаете, горькая, гнетущая какая-то стабильность. Еще. Зато за это время пара начинает изучать друг друга, находит какой-то ключик, находит верное направление в ваших же отношениях, что-то происходит такое, да, когда вы плавно, незаметно изучаете друг друга, как под лупой. Кто-то просто просматривает соцсети, кто-то вообще не понимает, что это за человек. На расстоянии пара просто как изучает друг друга и находит верное направление. Открываются какие-то возможности. Да, вот и о направлении как раз. Выбор той самой двери приходит вам, но очень-очень как медленный путь, но очень резко случается. То есть очень быстро придется делать выбор. Вот медленно к чему-то двигались, очень долго, но все-таки здесь принятие решения придется принимать очень быстро. Просто очень быстро что-то отсекать. Что это нам такое говорят? Говорят о том, что вы запутались, и вы не понимали, где правильное направление, где то самое будущее ваше, верное для вас, лишь одной. Вы не знали того. Вы знаете, возможно, вы стояли на распутье, например, выбор мужчины, один или второй, либо вообще вашего пути, осознанности. Но тут, если говорят об этих отношениях, значит, все-таки выбор мужчины. Вы понимаете, что вот эта запутанность не приведет к правильному. То есть вы так и будете блукать, пока не выберете конкретно и окончательно. По сути, вам говорят, что бы вы ни выбрали, какого бы мужчину ни выбрали, да, это будет верный шаг. Здесь может говорить о том, что мужчина поставил вас перед каким-то выбором. Может быть, это... Но здесь не говорят о каком выборе все-таки. Здесь не говорят. Сейчас посмотрим, что за выбор может быть. Угу. Ну, хороший выбор поставят. Смотрите, он может говорить о том, что вот принимай решение здесь и сейчас, что ты будешь моя, да, то есть какой-то союз. Но я не готов быть с тобой, да, тут нужно время. Почему такой поток идет, девочки, не знаю, с кого я там это считываю, но вот тут так вижу. Потому что, по сути, полные отношения здесь закрыты. А что это такое? Что это он такое хочет сказать? Но будет обновление, будет какой-то новый путь, новый шаг. Для начала некий союз и обещание. Ваше обещание. Обещание чего? Тут может быть верности, обещание верности. То есть закрыто какое-то общество, либо открытие путей к какому-то обществу. Новые горизонты, перемены. Так, ну смотрите, какое-то условие мужчина может поставить вам на момент здесь и сейчас. Вот решай, ты со мной или нет. Но нужно для него нужно какое-то время. Время для того, чтобы принять решение окончательно. Возможно, не принять решение, да, а для того, чтобы окончательно заключить вот этот союз, довести до ума, да, то есть до аистов, то есть до семьи. Угу. То есть типа как помолвка, время на то, чтобы сработало, да, насколько вы верны друг другу, и потом новый путь к семье. Ну вот я так вижу, как бы это объяснение. Хорошо, следующее. Да, ну конечно же, не без змей в вашем пространстве не обойтись. Подружки, друзья, которым не нравится, да, вот кольцо с диамантом.
какая-то зависть людская, да, она приводит к тому, что вы начинаете сомневаться в себе. То есть вы начинаете вообще, нужен ли этот человек в вашем окружении. Начинаете себя самобичевать. Ух ты, это еще и перевернулось. Начинаете себя ругать. Угу, посмотрим. Вот эта верность через расстояние, через препятствия, ваша верность и его, да, молодого человека, приведет к тому, что вы друг друга все-таки поддержите. И в будущем будет довольно светло, это ясное, доверительное отношение двух людей. И несмотря на то, что в вашем окружении есть вот такие вот мышки, крысы, которые подгрызают эти отношения, те же самые препятствия, да, какие-то сомнения ваши, либо вообще, ну всегда это как влияние общества, да, когда мы смотрим на то, что о нас подумают. Вы все-таки поступаете очень мудро, сохраняя некую такую дружбу. Вы мчитесь к новым горизонтам, к новым берегам. И несмотря на какие-то сомнения, какие-то точки, присутствующие в ваших отношениях, здесь все-таки большущий потенциал к развитию данных отношений. Вот так вот поговорил с нами Ленорман. Наверное, парочку советов не мешало бы, да, дать. Потому что хорошо, в принципе, все так прошло со своими препятствиями, но отношения у этой пары имеют место быть. Нужно помочь. Я хочу посмотреть вам советы. Так, но прежде, в любой ситуации, конечно же, давайте поступать справедливо по отношению к себе, по отношению к человеку. Самопогруженность, даже вот погружаясь в какие-то сомнения, да, мы должны понимать, что из всего есть выход, что вот эта нерешительность ваша иногда, по сути, оправдана тем, что тогда начинает действовать молодой человек в вашу сторону. Да, сейчас в вашем пространстве есть мужчина, который, знаете, как хочет быть замеченным. Но справедливо пока с вашей стороны будет, знаете что? Вот не замечать его до тех пор, пока он не начнет действовать. Вот пока он сидит вот такой в медитативной позе, ну вот и вы нерешительно сидите, будто бы завязали глаза. Ну, я так вижу. Да, делайте вид, что... Ну как делайте вид? Создавайте этот комфорт. Создавайте комфорт. Смотрите, вам хорошо, вы в своем хорошем, вы в своей девятке кубков, когда есть зона комфорта, когда человек видит, что вы там что-то создали, да, и вам, по сути, классно. Посмотрите, кто появляется, то ли это он, да, то ли тут еще какой-то молодой человек, но, по сути, проявление страстного мужчины в вашу сторону есть. Но нет, это он, красавчик, перерождается из кубкового, становится жезловым. Нам тут подсказочка пришла. Кубковый — это тот, который принимает любовь, да, любите меня, посмотрите, я сижу, классный такой, ну да, герой-любовник, но он хочет, чтобы его любили. Тут же действие, да, в вашу сторону идет действие, это перерождение. И что? Какая сладкая парочка Твикс. Вы жезловая королева, он жезловый король. Ну это как победа, победа вашей пары. Интуиция. Конечно же, вы жрица. Конечно же, вы луна. Вот, только находясь в своей луне, здесь как предупреждение, не затягивайтесь в нее сами, затягивайте в нее мужчину. Перестаньте в ней плавать и тонуть, и страхами своими. Препятствуйте вашему развитию. Вы ведь жрица, вы ведь та, которая знает и видит наперед. Вы ведь все о нем знаете, вы знаете все об этих отношениях. Вы сможете об этом узнать через расклады. И вот эта стагнация, она вам абсолютно не нужна. Не затягивайте себя в свою луну, говорят вам здесь.
Ну, тут стандарт пошел, конечно же. Смотрите. В девятке мечей сидеть нам не очень удобно, правда? Когда страхи какие-то, когда сомнения, когда вроде бы как виновата, что-то сделала, что-то не доделала. Смотрите, превращаемся в королеву мечей. Ей холодно на все. По крайней мере, внешне она так позиционирует себя. Но и в душе у нее там полный покой, спокойствие, да. Здесь женщина, которая приняла для себя, что вот разум сейчас, включая иногда разум, можно погасить вот этого дьяволенка, который постоянно тащит ее куда-то в какие-то ее ту самую пятую точку, в какие-то странные приключения, которые приносят потом привязки. Вот поэтому вот этот круг очертить, мелом на земле круг очертить и не пускать этого дьяволенка сюда. Она-то и очертила этот круг. Дьяволенок только ручки тянет к ней. Она говорит, сейчас, вот эти ручки-то мечом-то пообрубаю. Вот, и тогда в девятке мечей сам дьяволенок посидит немножко, да, дорогой? Хорошо. Что такое дьяволенок? Ну, привязки, да, девочки, мы все это помним. Болезненные привязки. Это то, куда, по сути, лучше не вступать, зная, что через день будешь плакать, понимаете, как? В свое хорошее, с подружками, с хорошими подружками, да, и даже иногда в таком окружении, вот находясь, вы понимаете, что вы напитались, и вам тоже хорошо. Не нужно там прям все стопроцентной информацией делиться, потому что вы-то понимаете, что у каждого своя жизнь, и каждый по-своему видит ситуацию. Но вы все равно погружаетесь в свое общество, в свой праздник, в свое хорошее. Вот мужчина делает какие-то шаги, и хорошо. Пускай, конечно же, превращается из кубкового в жезлового, из жезлового в пентаклевого, из пентаклевого в императора, пускай как хочет. Но вот либо на пентаклевом остается, и когда вам приносит в вашу жизнь уже покой, стабильность и так далее. Но пока вы варитесь в своем хорошем. Вот. Подумайте о заработке денег. Двигайтесь очень, буквально колесницей двигайтесь в свое развитие. Вот. Найдите этот ключик от этой двери, вот возьмите, откройте ее. И колесницей проедьте в эту дверь. Там праздник, там судьба вас ждет. Там судьба вообще приготовила вам какие-то подарки. Вот, то праздник, стабильность приготовила. Идите в нее, потому что вы-то творец своей судьбы. Сам Микеланджело своей судьбы. Посмотрите. И вы сотворили, наконец-то, десятку кубков. Что это такое? Радость, гармония, покой, душевный покой. Это семья, это союз. Это то, что радует на протяжении долгого времени. Какая-то стабильность, такая гармоничная стабильность, которая приходит в вашу жизнь. Вот. И у вас получается в каждой ситуации научиться чему-то новому, чему-то важному, всему тому, что пригодится вот в вашей дальнейшей жизни. Научайтесь держать баланс. Очень много советов хочу сейчас выложить, чтобы было понятно, куда вообще двигаться. Разрушая старое, да, приобретаете какое-то новое чувство. Вы раскрываете в себе эту поток такой, знаете, энергетический, сердечный, который наполняет и вас, создавая вот такое внутреннее такое солнышко, и окружающих людей. Вот вы начинаете новый свой путь, оставляя старое, оставляя разрушенное, ненужное, там, где оно превратилось в пепел. И в новый путь, как вот этот сорванец Шут с маленькой своей котомочкой, здесь просто какой-то камень, что ли. Вот он с этим камушком, и веря в то, что ему повезет, как бы он ни вел себя, двигается в свое новое. Дорогие мои, я очень рада была постараться для вас, и хочу, чтобы вы самое лучшее забрали из этого расклада для себя в свою как бы сумочку, и чтобы самое лучшее из этого расклада воплотилось в вашей жизни. Я буду прощаться с вами. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.